Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать вторую ручку для обладательницы одной руки с грутом. Ноготки, которые вы видите, которые относились, были выполнены моей ученицей на курсе. Соответственно, мы будем делать просто коррекцию. В данном случае нам нужно будет хорошенечко убрать длину, повернуть ноготочки, которые очень сильно растут в бок. И все это делать мы будем при помощи полигеля. Итак, как обычно, начинаем с того, что мы снимаем максимум материала. Поскольку в данном случае нам нужно очень сильно ноготки поворачивать, то, соответственно, уже на этом этапе мы их стараемся немножечко развернуть. То есть, с одной стороны мы материала снимаем больше, со второй меньше. Далее, как обычно, пилочкой заглаживаем поверхность, отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель. Все это делаем и уже после этого переходим к работе полигелем. Поскольку материал у нас совершенно не текучий, мы можем выставить его на все ноготочки сразу и сразу же моделировать. При этом сразу же материалом воспроизводить тот поворот, который нам необходим. То есть мы просто на одну сторону выкладываем очень много материала, и потом, когда мы изнутри выпилим арочку, получится, что ноготочек у нас как раз таки вывернут в ту сторону, в которую необходимо. При выполнении опила точно так же не забываем о том, что ноготь мы поворачиваем, поэтому нам и верхнюю арочку нужно немножечко сдвинуть. Поэтому, опиливая ноготочек, сразу же все это себе просчитываем. Ну и последним этапом, выпиливая внутреннюю арку, мы заканчиваем поворот. На второй ручке мы будем делать компаньона для нашего Грута. Совершенно из другого фильма, но тем не менее тоже фантастика. Я очень люблю, когда клиенты мне подгоняют вот такие вот интересные идеи. То есть рисовать цветочки неинтересно, их уже нарисовано 500 миллионов штук. А вот нарисовать что-то вот такое вот необычное, это всегда становится и для меня интересной задачей. Итак, подготавливаем основу для своего дизайна. В данном случае был выбран вот такой вот глубокий черный оттеночек из палитры Blue Sky, ссылочку на него оставлю в описании. И делать будем подфановки при помощи кошачьего гель-лака. А что такое? На пальчиках, на которых дизайн у нас не задумывался, мы при помощи кошачьего гель-лака сделали звезды, а вот на основном пальчике приступаем непосредственно к дизайну. В данном случае ноготочек у нас очень-очень по площади маленький. К сожалению, Дарт Вейдер в полном формате у нас на него не поместится. Поэтому я приняла решение рисовать кусок от Дарт Вейдера. В качестве куска была выбрана верхняя часть с глазом и немножечко носа. Рот, к сожалению, опять же не поместился. Первым делом при помощи полупрозрачного белого цвета намечаем для себя основные моменты нашего будущего дизайна. В данном случае непосредственно глаз, шлем и то, что мы хотим впихнуть на вот такой малюсенький ноготочек. Далее этим же полупрозрачным цветом начинаем постепенно высветлять основные моменты, добиваясь объема. То есть тени у нас изначально заложены тем черным цветом, которым мы покрыли ноготочек полностью. И теперь светом мы пытаемся добиться того объема, который будет необходим для того, чтобы дизайн наш смотрелся реалистично. Забегая немножечко вперед, скажу, что в данном случае мне понравилось, как это все у меня вышло. Мне понравилось, это стало действительно похоже на кусок Дарт Вейдера, но, к сожалению, из-за того, что ноготочек вот такой вот маленький, этот кусок издалека на Дарт Вейдера мало похож. То есть не потому, что он не похож в принципе на то, что было задумано, а из-за того, что слишком порванный получился полный образ.
То есть в данном случае надо было вторую часть лица все-таки рисовать на соседний палец. Но мы с клиенткой решили не переусложнять дизайн, не разрывать лицо на две части. Итак, создаем своего персонажа. Стараемся более светлыми оттенками выбликовывать те места, которые будут самыми яркими. А теперь при помощи витражных гель-лаков закрашиваем наш подмалевок. Смотрите, у нас получается витражные гель-лаки полупрозрачные, и они замечательно показывают вот ту плотность белого цвета, которую мы перед этим закладывали. И именно благодаря этому и получаются объемные элементы нашего дизайна. На соседнем пальчике подписываем название фильма, из которого мы взяли персонажа. Это для тех, кто с первого взгляда вдруг не узнает глаз Дарта Вейдера. Он прочитает на соседнем пальце, что написано, и тут до него найдет, что же здесь имелось в виду. На самом деле просто потому, что модно нынче в этом сезоне писать всякие надписи, поэтому и пишем на соседнем пальце. Точно так же при помощи витражных гель-лаков разукрашиваем нашу надпись. Сначала просто разукрашиваем, но поскольку здесь у нас фон яркий белый, цвета гель-лаков становятся ярче, поэтому мне показалось, что они забивают немножечко надписи, и я излишки убрала при помощи влажной салфеточки. То есть для того, чтобы сделать просто меньшее количество пигмента в витражном гель-лаке. Ну и после того, как перекрыли полностью наш дизайн финишем, хорошенечко его просушили, переходим к окончательной прорисовке. Белой красочкой выбликовываем какие-то основные моменты, которые нам хочется показать ярче всего, ну и расставляем звездочки.
Итак, вот такой дизайн ногтей у нас сегодня с вами получился. Безумно интересно было его создавать. Очень необычно и очень захватывающе. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Не забудьте подписаться на канал, потому что впереди будет еще очень много интересных роликов. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока! И да-да-да, кто мне в комментариях будет писать, что я поранила человека, будет абсолютно совершенно прав. Поранила, нечаянно, каюсь.